Устали от переделок? Надоели дополнительные затраты? Мечтаете сделать ровный, качественный, надежный пол? И нервы уже на пределе. Друзья, хочу вас обрадовать. Вы уже на полпути от ровного и качественного пола. Ведь совсем недавно я показал, как раскатать теплый водяной пол. Но этого же мало. Пол хоть будет и теплый, но он должен быть еще и ровный. Поэтому я особое внимание уделил процессу установки маяков в предыдущей серии. Ведь это 50% от пути к успеху. И этот ролик рекомендую посмотреть по ссылке в верхнем правом углу. Там же я показал дешевый, надежный дедовский способ крепления маяков. А сегодня я поделюсь с вами простым и обычным способом заливки стяжки пола. Главный вопрос. А правда, что тяжелые замесы и потребуется много сил? Ну конечно, обманывать не буду. Да, это реально тяжелая работа. Особенно если работать одному. И уделю также внимание на расходы материала на данную работу. А чтобы не терять время впустую на данном этапе, все расчеты покажу в конце ролика. Друзья, всем привет! С вами Станислав Лебецкий, и это канал о ремонте и отделке. Ну или как сделать ремонт своими руками. Желаю вам приятного просмотра. По итогу предыдущего ролика я сделал толщину стяжки 7,5 см. И это неспроста, а сделал такой толщины для того, чтобы перекрыть утепленные трубы водопровода и трубы отопления. Ну и чтобы попасть в прошлый уровень деревянных полов и оставить котел на прошлом месте, без изменения по высоте. Все было просчитано заранее. Хотя теплый пол на ранних этапах не входил в мои планы. А так как мне нужно было сэкономить на материале, ведь это логично, и то, что я сделаю, мне этого качества поверхности должно хватить для укладки плитки и не только. Также без проблем можно было бы уложить и ламинат, если бы это потребовалось. Из этого следовало, что я буду заливать самоместно цементно-песчаным раствором в соотношении 1 к 4, а не готовыми сухими смесями. Хотя с ними гораздо проще, но и соответственно дороже. Но у сухих смесей, конечно, есть ряд своих преимуществ. Ну а так как погода на улице меняется с каждым днем, то дождь, то солнце, я перестраховался и приступил к подготовительным работам, а точнее просеял песок. Заранее. Для этого взял бабушкину кровать. Вообще все забрал кровати, которые были, и оставил спать ее на полу. Да, и вы все еще реально поверили? А я ведь шучу. Я просто накупил их на металле по цене лома. И такое добро исчезает с каждым годом. Вспомните мои слова, когда их уже не будет. Зная, сколько мне ориентировочно понадобится песка, прикинув косым строительным глазом, я сеял по максимуму. Собственно, в то время, когда застывал раствор по маякам. И какую-то часть просеянного песка перевозил под навес, чтобы потом не тратить время на просеивание для каждого замеса и не сушить, если намокнет. Ведь заливать буду в 3 этапа, по одной комнате в день. И самое главное, без перерыва. А так как я решил замешивать раствор в строительной емкости или круглом тазе при помощи миксера, затаскивать бетономешалку я не стал. Ею я заливал черновой пол, и это было более разумно с таким объемом бетона и менее рискованно, чем сейчас с теплыми полами и чистыми стенами. Эх, как я мечтал, чтобы подъехал миксер или у бетона без перерыва. Но, увы, подъезда нет. Также в самом начале ремонта на этом объекте я перестраховался и заправил свой новый бензогенератор, который в большинстве случаев всегда со мной как и прицеп, ведь в случае отключения света придется мешать лопатой. Но это куда дольше и тяжелее, чем миксером, чего не особо хочется. А так я подстраховался. Кстати, на этот бензогенератор я уже сделал полный обзор. Как следует протестировал, рассказал вообще, на что нужно обратить внимание при выборе бензогенератора. Поэтому кто предупрежден, тот вооружен. Ссылка на полезный обзор в описании. И если понравился обзор, то пальцы вверх. Больше пальцев, значит больше тестов и обзоров на различные инструменты и прочие приборы. Далее я подготовил цемент, пластификатор для бетона. Да, именно для бетона, а не для цементных штукатурок. Это важно учитывать при выборе. А для более качественной и крепкой поверхности дополнительно буду добавлять фибру. На первый взгляд это как просто пух, но это не так. Фибра реально армирует не на шутку. Пока я занимался подготовительными работами, к тому времени раствор на маяках уже подстыл. Теперь не лишним будет пробежаться правилом и убрать все наплывы и сопли, которые будут мешать стягивать раствор.
А многие подумают, что после этого процесса нужно пылесосить между трубами. Но нет никакого смысла, так как стяжка плавающая, а не контактная. Но единственное, нужно обращать внимание, чтобы под трубами теплого пола не было что-то вроде гальки, шурупов или острых предметов. А то пол после заливки может оказаться и не совсем теплый. Ходить между трубами – это не проблема, а вот замешивать вдали и таскать смесь – это куда тяжелый процесс. А чтобы замешивать по месту, как говорится, не отходя от кассы, лучше под таз подложить кирпичи и кусок какой-нибудь фанеры, чтобы не оказывать на трубы никакого давления и избежать механических повреждений. А вот чтобы вовремя обнаружить утечку в случае непредвиденных ситуаций, трубы оставил под давлением. Если вдруг где-то пробьют, то есть шанс вовремя услышать и устранить проблему. Но лучше избегать таких ситуаций. А причина таких ситуаций – старые ведра. Небольшой и дедовский лайфхак. Чтобы уменьшить риск обрыва ручек, то лучше их переделать. Это если ведра сильно бэушные. Поэтому лучше просверлить отверстие ниже и продеть ручку. Но перед этим натянуть кусок шланга, чтобы пальцы не болели. Теперь только остается контролировать, чтобы дно не сорвало. В двух смыслах этого слова. Ну и в случае отключения воды набрал бочки. Но если вдруг у кого есть электричество и скважина, то можно особо и не заморачиваться. А чтобы раствор не выливался из комнаты в комнату, вырезал и установил барьеры ЗППС, разделил дверной проем по центру. Можно было, конечно, какой-нибудь доской или куском фанеры, но, к сожалению, эти материалы впитывают влагу и на утро просто разбухнут и повторному использованию уже не будут подлежать. А ППС не впитывает влагу и не потянет ее с раствора. Получается многоразовое использование. Барьер сделал чуть выше уровня маяков, чтобы раствор не переливался. В общем, пока я все подготавливал, а это тот день, когда я доустанавливал маяки в других комнатах, дело шло к обеду. Раствор на маяках кухни уже застыл. Но и я решил приступить к заливке. Все-таки поддался соблазну поработать в ночь. Также не упустил пару моментов перед заливкой и зафиксировал на камеру на всякий случай, на каком расстоянии расположены трубы от стены. Возможно, это и не пригодится, но лишним не будет. Замешивать буду в круглой строительной емкости. В нее как раз вмещается один замес из пропорции 1 к 4. Перемешивать все это дело буду строительным миксером, но уж точно не дрелью, ведь она не выдержит таких нагрузок. Также обратите внимание, с каким направлением венчик. Итак, на 4 ведра песка и 1 ведро цемента я буду добавлять 100 мл пластификатора. Как показывает практика, этого достаточно. Далее наливаю воды, пластификатор и добавил щепотку фибры и тщательно все перемешал. Затем высыпал ведро цемента и опять перемешал, чтобы цемент не взялся капками. И далее высыпаю пару ведер песка, перемешиваю дальше. Ведь так нормально распределится фибра по всему раствору. Далее высыпаю остальные 2 ведра и домешиваю до нужной консистенции. Что касаемо воды, первый замес как всегда пробный. И в отличие от сухой смеси, песок бывает разной влажности. Где-то более влажный, а где-то наоборот. Поэтому выбрал среднее количество воды, а в конце добавляю по факту. Чтобы раствор не был сильно жидким. А благодаря пластификатору в растворе гораздо меньше воды. И раствор становится более эластичным и с ним удобнее работать. Для данного вида работ это все же лучше, чем мыло. Смесь под рукой, поэтому выкладываю не лопатой, а мастерком или ковшом. Ковш взял не детский, а побольше, чтобы меньше крутиться вокруг тары. Там, где трубы, раствор тщательно трамбую, чтобы не было пустот за трубами. Затем выкладываю весь раствор и разравниваю мастерком. Раствор накладываю с небольшим запасом, чуть выше уровня маяков, а излишки подрезаю правилом, но не за один проход, а за несколько, и при этом немного такими движениями притрамбовываю раствор, чтобы также не было пустот в теле стяжки и вокруг труб теплого пола.
Это как раз и является также следствием нормального распределения тепла от труб теплого пола. Поэтому я стараюсь, где есть подогрев пола, использовать именно жидкую смесь, а не полусухую. Как по мне, это более правильное решение. Замешал следующую партию, выкладываю уже сразу весь раствор. Не по самому краю, а накидываю, так сказать, на предыдущую полосу около 5-10 см для того, чтобы смесь нормально перемешалась между двумя полосами. Если просто стыковать, не делая нахлестов, то, как правило, в таких местах в дальнейшем появляется трещина. Это связано с тем, что во время подрезки правилом стягивается цементное молочко и стекает по краю, а новый раствор стыкуется именно с этим цементным молоком, а не с плотным раствором. И вследствие эта полоса или соединение и является слабым звеном. А набрасывая на предыдущий слой, а не в стык, следующий раствор стыкуется не с жидким молоком, а с нормальной смесью, а молочко стекает вниз. Исходя из этих правил, которые я сделал на основе демонтажных работ и практики заливки стяжки, трещины в большинстве случаев отсутствуют. И также это все благодаря пластификатору, так как он способствует минимальной усадке раствора. И в итоге получается крепкое и плотное основание. Но до этого еще доберемся. Чтобы стяжка в итоге получилась ровной, то смесь нужно срезать не до фанатизма, а лучше оставлять пару миллиметров запаса, чуть выше уровня маяков. Лишнее лучше подрезать. Только главное не прозевать момент подрезки, поэтому я и решил поработать до ночи, чтобы утром успеть в этот и тот самый момент. Дойдя до конца, также не нужно выгребать до идеала всю смесь. Состыковали и оставили бугорок. Быстрее и лучше его потом подрезать на утро. Конечно, чем он меньше, тем лучше. Так что оставлять такой бугорок нужно в пределах разумного, а не по ползамеса. Ну а далее заливаю одну полосу одну за другой, желательно без перерыва, чтобы не получить холодный стык, который также влияет на появление трещин и расслоению раствора вдоль маяка. Кстати, забыл сказать, я берегу спину при помощи пояса, иначе с такими нагрузками можно легко сорвать спину. Не на постоянной основе, а иногда снимаю. Ведь по факту первая полоса заливается очень быстро, а на второй скорость уменьшается в разы, а крайняя самая тяжелая и самая долгая. Так что к концу рабочего дня силы просто покидают чат. Но при этом также нужно не забывать, что хорошо поработать придется и на следующий день. В итоге стяжку я закончил заливать уже ночью. Как бы тяжело не было и хочется поспать, но увы. Рано утром приехал без всяких отговорок. Набрался сил и приступил к подрезке. Ведь так оставлять нельзя, потому что самому и укладывать плитку. Поэтому люблю выполнять все работы под ключ. Сам подготавливаю и сам доделываю. На первый взгляд раствор застыл, но на самом деле он еще поддается подрезке. Значит, можно подрезать и довести до нужного состояния и привести плоскость в порядок. Хотя встречались такие недоделанные объекты с такой стяжкой пола. А это всегда печальный случай для заказчика. А подрезаю сперва правилом по маякам, до тех пор, пока край маяка не начнет блестеть. И это будет слышно даже по звуку. И значит, что относительно маяков плоскость подрезанная и ровная. Но раствор ведь дает небольшую усадку, и от этого никуда не денешься. Разве что не оставлять свежую смесь выше маяка миллиметров на 5, а потом весь день подрезать. Но это лишняя работа, и цена на такую плоскость не маленькая. А потом весь день подрезать, но это лишняя работа, и цена на такую плоскость не маленькая. Поэтому сделаю чуть дешевле, быстрее и достаточно ровно для укладки плитки, ламината и так далее. Подрезая относительно маяков, я формирую ровную плоскость. Но не совсем ровную, конечно, это не окончательный результат, а всего лишь для второго этапа подрезки, так как нужно будет подрезать еще большие наплывы, так называемые остатки по окончанию. Если убирать эти излишки сразу, то как всегда в этих местах будут ямы. Потому что сильно часто приходится подравнивать правилом. А по окончанию на самом деле гоняешь уже не раствор, а всего лишь выступившую воду. Поэтому и логично оставить остатки до подрезки. А в конечном итоге эти места получаются самыми ровными. А далее относительно подрезанной плоскости подрезаю бугры. Лучше, проще и легче начать подрезку поперек наплыва и не затрагивать всю плоскость уже подрезанной стяжки. Звучит, конечно, странно, но просто нужно потренироваться и выдерживать уровень.
чтобы один из краев не начал выгребать и нарушать плоскость сбоку. А когда остается уже пару миллиметров, далее подрезаю вдоль, но уже по маякам. Конечно, чем меньше наплывы, тем лучше, но тут уже как получится. У меня же получилось по итогу почти полных 2 ведра сухой смеси. Это со всей площади подрезки и не так уж и много. А ведь самое главное – это конечный результат. Ну а далее я подрезаю излишки вокруг труб, ну или в труднодоступных местах, где не получилось сразу выровнять правилом, а остались небольшие наплывы. Также в этих местах лучше оставлять небольшие бугры, а не ямы, и по окончанию даже в таких местах стяжка будет достаточно ровной, и попробуй догадайся, с первого раза ли ты выровнял или потом подрезал до идеального состояния. Незамедлительно собираю, так сказать, мусор в виде полусухой смеси, чтобы не мешалось, и выдергиваю маяки. В прошлой серии я говорил, что благодаря дедовскому способу крепления маяка, маяк демонтируется без особых усилий по сравнению с клеймерами. И это действительно так. Но и это еще не все. При этом я убираю также дюбеля для подстраховки. И это говорю к тому, что в комментарии к предыдущему ролику советовали устанавливать дюбеля чаще, чем у меня. И можно обойтись без приморозки маяков. Но вот почему я не сверлю чаще, дольше выкручиваться. Так что не в этот раз и не в данном случае. Как говорится, спасибо за совет. А вот после демонтажа маяков нужно доработать и убрать всеми любимую линзу, которая образуется в любом случае, хоть и небольшая, но она есть. А точнее нужно срезать бугры, а конкретно бугры это область бывшего маяка, ну или по штробе, самая высокая точка. Немного подрезал, затем проверяю правилом. Если бугор срезался, переключаюсь на другой. И так друг за другом. И это еще не все. Вам кажется, что это уже долго и нудно? Правильно, вам не кажется. И это так и есть. Ведь каждая выполненная работа, качественно выполненная, будем говорить прямо и откровенно, требует большего времени и усилий. Но и по окончанию экономит время и деньги для следующих работ. И что может быть лучше, чем сделать такую работу с первого раза и без переделок. Подрезав в одном направлении, не лишним будет слегка подрезать и в другом направлении, крест-накрест, как для сплошного выравнивания, и собрать мусор. А если внимательно присмотреться, то можно понять, где ямы по остатку сухой смеси. Но не стоит эти места вычухивать до талого, чтобы даже пылинки не оставалось. Везде есть свои допуски. Далее в ход идет тяжелая артиллерия, правило 2,5 метра, и это уже финишная подрезка. Тут же подрезаю неподрезанное и тут же проверяю. Даже если и будет где-то просвечиваться миллиметрик, то сильно страшного в этом ничего нет. А задуматься стоит, если больше 2 или 3 мм на 2,5 метрах. В итоге получаю вот такую ровную плоскость. Хоть для укладки плитки или ламината. Для ламината это вообще шикарное основание. А вот для плитки нужно еще доработать. А именно лучше убрать слабые места, цементное молочко. Это какой-то злостный незначительный миллиметр, который компенсируется плиточным клеем. Но зато клей сцепится с крепким основанием, а не с молочком. Если вы когда-нибудь демонтировали плитку по такому основанию, то вы поймете, о чем я говорю. Особенно когда есть теплый пол. Пять минут и все готово. А чтобы получить максимальное качество для укладки плитки, нужно еще и сразу пропылесосить и открыть поры, которые забились цементной пылью. Это для лучшего сцепления клея с основанием. На первый взгляд все идеально, но все же есть маленький недостаток. Так как смесь самоместная, посмотрите, сколько открылось раковин, где все-таки проскочили маленькие кусочки глины. Но это минус самоместного раствора. Решение такой проблемы – заменить кровать или поменять ячейку на более мелкую. Но при этом представьте, сколько придется сеять по времени. А по факту для укладки плитки и ламината такого качества вполне достаточно. За такие-то затраты по материалу и работе. Это одна из причин, почему стоит работать для некоторых покрытий с готовыми смесями. А после качественной уборки необходимо позаботиться о сохранении влаги в теле бетона для набора прочности. Для этого взял плотную пленку.
Это один большой кусок в 24 квадратных метра. Укрываю пол без всяких склеек и нахлестов, просто от стены до стены. А так как эта пленка очень плотная, то я не буду ее убирать. Ведь еще много работы, а уж тем более со шпаклевкой, плиткой по стенам, установки подрозетников, откосы и так далее. А уже перед укладкой напольной плитки уберу и буду укладывать на чистый пол. Без всяких предварительных зачисток от грязи и пыли, как это обычно бывает. Да и штробы заделаю потом, когда будет свободная минутка. А так как еще есть время, то я решил в этот же день залить еще одну небольшую комнату. Прикрепил демпфер в дверном проеме при помощи степлера, пока раствор еще не полностью застыл, и продолжил заливать. Кстати, компенсационный шов посередине комнаты я не делал, так как площадь небольшая, трещины быть не должно. А забегая вперед, ее и не было до самого момента укладки плитки. Компенсационный шов сделал только в дверном проеме, а в конечном итоге в двух проемах. Думаю, этого будет достаточно. Заливал все точно так же, как и в предыдущей комнате, понемногу двигаясь к выходу, чтобы на следующий день можно было не перешагивать трубы, а спокойно ходить по ровному полу. Да и заказчику проще добираться до других комнат и уменьшить риск непредвиденного демонтажа маяка с помощью ног. Конечно, под дню я не закончил уже по темному, а на утро следующего дня прочухал, убрал маяки и, конечно же, проследил, чтобы был ровный переход из комнаты в комнату. И также укрыл пленкой, но только прозрачной, чтобы показать, сколько скопится влаги. Не сразу, а спустя время, когда залью третью комнату. На протяжении всего времени стяжку я не поливал. Думаю, и этой влаги куда достаточно. Скажу так, стяжка получилась очень крепкая и не сыпучая. Но и это можно будет увидеть во время укладки плитки. Как чувствовал одним местом, но небольшой разбег по времени, я уже заканчивал с подрезкой третьей комнаты, как пошел дождь. Хорошо, что не во время заливки. В общем, получилось такое же ровное основание, как и в предыдущих комнатах. А что по затратам на материалы? Площадь всех трех комнат 28,5 квадратных метров. При толщине стяжки ориентировочно 7,5 см, может чуть больше. Объем 2,2 кубических метра. В итоге потратил 680 кг цемента или 14 мешков по 50 кг, грубо говоря, и почти 3 тонны песка. Но было выгоднее привезти 5 тонн, так как песок лишним не бывает. С фиброй сильно не грубил, поэтому одна упаковка 600 грамм. И пластификатора одна канистра 5 литров. Так что пользуйтесь на здоровье. Цифры, конечно же, могут немного отличаться, но есть что взять за ориентир. Ну что, если ролик был полезный, то обязательно поставьте лайк, и чтобы не пропустить следующий ролик, не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, и быть первым в курсе всех событий. Чем дальше, тем интереснее. Спасибо за просмотр, скоро увидимся.